лет. Да? Вообще-то. Вот во время у нас произошла буржуазно-либеральная контрреволюция в 91 году. Как всякая контрреволюция, но революция там важное слово. Я считаю, это контрреволюция, но это была, конечно, революция. Она, кстати, в определенной степени, я-то считаю, что была необходима, и она принесла определенные, так сказать, изменения, которые тоже для страны были важны, прежде всего рыночную экономику. Но, естественно, как всякая революция, она происходила с огромным, так сказать, радикализмом и с отрицанием всего, что было перед ней. Отменили практически СССР, отменили фактически итоги Второй мировой войны. И все это вызывало, ну мы это помним, все, кто прошли 90-е годы, это вызывало раздражение, внутреннее раздражение у народа это вызывало. Как бы молчали, но это накапливалось. И сегодня вот это совпало со взглядом народа на свою историю и на свое понимание, так сказать, своего места в этой истории. В определенной степени, кстати, я должен вам сказать, что это похоже на 30-е годы того века, да, когда этот откат начал происходить после Октябрьской революции. Когда вернули елку, когда начали возвращать историю. Если помните, история Российской империи была полностью перечеркнута. Она начала возвращаться. Когда потом это закончилось возвратом погон, так сказать. Это все процессы, которые, видимо... Ордена Невского, Суворова. Да, это все процессы которые вообще-то, как говорится, соответствуют всему, что мы знаем об историях революции и их дальнейших развития. То же самое, кстати, было во французской революции. Французы все отменили, включая даже календарь. После революции 1793 года там другой календарь был, все было другое, все. Потом это все начинает, то есть как бы все утрясается. Это естественный исторический процесс. И, мне кажется, эта Конституция этот процесс как бы оформляет и завершает. И это очень важно, поскольку это говорит о том, что мы прошли вот этот период бурлящий послереволюционный, там, после контрреволюционной. В принципе, мы входим, в общем, в нормальное движение, в нормальное наше историческое русло. Конечно, здесь понятно, что поправки, касающиеся нашего прошлого, являются принципиальными. Знаешь, это, как говорил Наполеон, да? Человек без памяти, что крепость без гарнизона. Вот память восстанавливается, и понятно, что для нас прежде всего огромное значение имеет память о Великой Отечественной войне, которая была полностью искажена. Нас в течение этого времени долго вообще убеждали в том, что вообще-то войну мы, если и выиграли, то вроде как-то, может, и вообще не выиграли. А, в общем-то, и не выиграли бы, если бы не союзники, которые нам, в общем-то, так сказать, фактически за нас ее выиграли. При этом полностью, да, завалили трупами, это, так сказать, такая, которая общая. Значит, я напомню вам, что, во-первых, против Советского Союза, а надо понимать, что, и, конечно, мы должны отдать должное всем братским народам, с которыми мы воевали в этой войне. Значит, против Советского Союза воевала не Германия, а Третий Райх. Это была империя, которая практически включала всю континентальную Европу. Плюс союзники, общее население этой силы, которая воевала против Советского Союза, было 290 миллионов населения. То есть в 1,5 раза превосходило по населению Советский Союз. Значит, много говорится о Втором фронте. Я напомню, что на протяжении всей войны Советский Союз, хотя не воевал на Востоке, но был вынужден держать 40 дивизий на Дальнем Востоке, поскольку была постоянная угроза. Там стояла Квантунская армия миллионная, и, так сказать, фактически это был Второй фронт. То есть Советский Союз фактически воевал на 2 фронта. Плюс к этому был Южный фронт. Турция, которая должна была практически войти в войну, и Советский Союз был вынужден и там держать десяток дивизий. Плюс к этому Иран, который был прогерманский. Да, были введены войска, и который, поэтому
Исходя из этого, вы можете себе представить вообще масштаб удара, который был нанесен по нашей родине. Третий момент. Вся эта байда, извините за вульгаризм, вот вся эта коалиция, которая напала на Советский Союз, в смысле экономическом в 2 раза превосходила Советский Союз, как минимум. В 2 раза. Даже близко способность Советского Союза экономически противостоять этому не было. И, конечно, третий важный вопрос. Никто не отрицает, что важную роль сыграла поддержка союзников, и в том числе так называемый ленд-лиз. Но первое. Во-первых, на мой взгляд, не вполне корректно называть это помощью, потому что Советский Союз оплачивал это. Причем, я должен сказать, оплачивал это не только после войны, и во время войны. Как известно, затонувший британский крейсер в 1941 году вез золото, которое добывалось и которым Советский Союз оплачивал эти поставки. Поэтому это не вполне корректно. Во-вторых, конечно, самое главное, очень простая и ясная мысль, на мой взгляд. Вот представьте себе, то есть удар, который нанесен был по Советскому Союзу, в принципе, был практически невозможно ему противостоять. И Гитлер в этом смысле не представляется ни авантюристом, ни пустым игроком. По идее говоря, они рассчитывали, что они с Советским Союзом покончат в течение месяца, 2 месяцев. Значит, если бы это произошло, если бы пала Москва, то фактически вся эта империя, Третий Рейх, прошел бы до Урала. Никакие нормандские операции, никакие высадки десантов уже были бы абсолютно невозможны. И вот эта идеология нацизма на многие десятилетия воцарилась бы на огромной территории Европы и практически Евразии. Поэтому, конечно, главное, надо для себя понять, что главная сила, которая выиграла эту войну, это был Советский Союз и Россия, русский народ, который составлял, как говорится, костяк вместе с другими народами этой победы. И эта победа беспрецедентна. Ничего подобного в мировой истории не было.